Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, и мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать всех гостей, новичков на своем канале. Добро пожаловать. Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты, потому что узорчиков уже очень много, и для вашего удобства они собраны небольшие коллекции под названием плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы оставите свои лайки, напишите комментарии. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять, и нажимайте на колокольчик. Так вы узнаете, когда на канале появятся новые видео. Своим постоянным зрителям, своим подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам отдельный привет, слова благодарности. Спасибо большое за ваши отзывы, за ваши комментарии, за ваши пожелания. Это очень-очень-очень приятно. Разные города, разные страны. Супер, вообще здорово. Я к вам сегодня с новым узорчиком и с ниточками, да, старыми, но с новой палитрой. У меня таких ниточек еще не было. Хотела с вами поделиться. Итак, смотрите, это Alize Angora Gold Simli. Так, смотрим. Получается метраж в 100 граммах 500 метров. Состав 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. Видите, как блестит, переливается. Итак, смотрим дальше. Что оно говорит по поводу крючка. Берите крючок от двоечки до четверочки. Мы с вами, да, кто вязал, уже вязали данную пряжу. Вот я вязала троечкой, да. Вы, конечно, для себя подбираете. Двоечка, 2,5, 3, 3,5, четверочка. То есть выбирайте, смотрите, нет какого-то стандарта конкретного. Итак, цвет. Кому интересно, смотрите, цвет 515, какой-то такой миндаль и так далее. На камеру немножко выдает чуть потемнее цвет, он немножко понежнее. Смотрите, на картинке представлена шаль, палантин, что-то такое, да? То есть нам уже сразу говорят, очень классно будет в шалях и в палантинах. Поэтому сегодня мы с вами сделаем небольшой образец для, возможно, палантина. То есть не забывайте, что вы можете использовать узорчики из любой пряжи, да, вязать. И, естественно, вы можете использовать что в кофточках, что в снудах, в шарфах, в палантинах, в кардиганах, где угодно. Вас никто не ограничивает. Вы большие молодцы, большие дизайнеры. Итак, схемку к данному узорчику я прилагаю, который мы сегодня с вами будем вязать. Схемка ходит в интернете, в свободном доступе, поэтому вяжите на здоровье, пользуйтесь. Да? Схемка, в принципе, читабельная, качество хорошего, ну вот какая есть. Если что, не забывайте, обращайтесь в Инстаграм, я продублирую в Инстаграме. Договорились? Итак, кто давно на канале знает, что я делаю небольшие образцы буквально в районе 30 петелек. Но сегодня у нас, видите, ниточка потоньше, так, и крючок потоньше. Поэтому давайте мы с вами сделаем раппорт узорчика. У нас получается 10 петелек. Мы с вами сделаем 4 раппорта и еще 2 петельки добавим, да, ну, чтобы красивый узорчик закончился. В общем, итого я буду набирать 42 петельки. Вы смотрите для себя, как вам будет удобнее. Итак, кто еще не вязал из этой ниточки, расскажу. Ниточка, конечно, классная, да, но смотрите. Видите, она как пушистится. Она не сильно пушистится. Есть еще нитки попушистее. Вот, она в 3 ниточки. То есть акрил, шерсть и вот такой вот металлик. В процессе вязания вот эти вот маленькие волоски, да, они могут цепляться и, может быть, неудобно вязать. Но это просто надо привыкнуть. Но опять же, когда вы будете вязать, не забывайте о том, что если вдруг ошибетесь, либо надо будет распустить, это будет сделать сложновато. Возможно, но сложновато. Угу. То есть пряжа классная, но у пряжи есть такой небольшой как бы минусик, чтобы вы знали. То скажете, Оля нахвалила, да? Итак, набираем петельку фиксации, все как всегда. Мы ее в дальнейшем при наборе петелек не считаем. То есть вот у нас петелька фиксации, а теперь 42 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Вот наш будущий образец. А теперь настоятельно, да, новичкам, так скажем, молодым специалистам порекомендую сделайте первоначальный наборный ряд из вспомогательных, так скажем, столбиков. Ну, так я его называю. Возможно, вы можете вязать сразу же по цепочке, по воздушной, да. Я буду делать ряд столбиками с накидом, потому что так мне в дальнейшем будет вам удобнее показывать узорчик. И вам, молодым специалистам, будет, конечно, тоже так удобнее вязать. Опытные мастерицы можете пропускать этот ряд. Итак, я вяжу 3 петельки подъема. Раз, два, три. Далее, смотрите, считаю от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. Ныряю в 5-ю петельку, вытягиваю ниточку и провязываю по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Это столбик с накидом. Накид. Опять следующую петельку цепочки ныряю, вытягиваю ниточку, опять провязываю по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. И так далее я пройдусь по всему ряду,
каждую петельку не пропуская и провяжу столбиками с накидом. Вы можете вязать столбиками без накида, вы можете вязать полустолбиками. Просто мне кажется, что когда учитесь, да, так будет намного удобнее и проще, когда вы будете начинать продолжать как бы узорчик, да, со столбиков. Вы потом увидите, так будет удобнее. Итак, вяжем до конца ряда. Не забываем, что первые 3 петельки это тоже столбик, это имитация столбика, поэтому их тоже считаем за столбик. То есть сейчас я провязала, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбиков. Поняли, да? То есть мы считаем эти 3 петельки. Все, провязываем до конца ряда, считаем петельки воздушные, сколько вы набирали, сколько воздушных петелек, столько и столбиков. Договорились? Давайте. В конце ряда я вас встречаю и начинаем непосредственно сам узорчик. Так, смотрите, вот мы провязали нашу первоначальную дорожку, да, так скажем, вспомогательную. Теперь нам будет намного легче вязать сам узорчик. Итак, смотрите внимательно. Мы с вами сейчас будем делать 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И смотрите, вот мы, получается, первый столбик провязали, да, теперь второй столбик. Ныряем в верхушку второго столбика и провязываем столбик с накидом 1. Верхушку третьего столбика ныряем и провязываем столбик с накидом 2. Поняли, да? Вот. Удобно? Очень удобно. Далее 1 воздушная петелька. Пропускаем, получается, в нижестоящем ряду 2 столбика. 1, 2. И в третий столбик вот так вот присоединяемся и провязываем 6 столбиков с накидом. 1. Сюда же 2. Сюда же 3. Сюда же 4. Сюда же 5. И сюда же 6. Вот как бы такой вот веерочек. Далее 2 воздушные петельки. Так. И смотрите, вот следующий столбик, вот в этот столбик ныряем и провязываем 1 столбик с накидом. 1, 1. Вот как бы веерочек и вот такое вот как бы окошечко. Идем дальше. 1 воздушная петелька. В нижестоящем ряду пропускаем 2 столбика. 1 столбик, 2 столбик. В третий непосредственно столбик ныряем столбиком с накидом. 1 столбик с накидом провязываем. Далее шагаем во второй столбик. 2 столбик с накидом провязываем. 3 столбик с накидом провязываем. И 4 столбик с накидом провязываем. Вот эти, получается, 2 столбика, вот из этих 4, да? 1, 2, 3, 4. Вот эти 2 столбика, которые мы сейчас провязали. Вот мы с них и начали наше вязание. То есть вот эти 3 петельки подъема не считаем, да? Вот. Вот получается от 2 столбиков до 2 столбиков это и есть раппорт узорчика. Все, идем дальше. Точно так же. Опять, смотрите, воздушную петельку делаем после вот этих 4 столбиков. Пропускаем в нижестоящем ряду 2 столбика. 1, 2. В третий столбик вот так вот ныряем. И провязываем опять веерочек 6 столбиков с накидом. 1, сюда же. 2, сюда же. 3, сюда же. 4, сюда же. 5, сюда же. 6. Есть, веерочек готов. 2 воздушные петельки. В следующий столбик ныряем и провязываем 1 столбик с накидом. Вот, веерочек и окошко. Готово? Готово. Опять 1 воздушная петелька. Пропускаем 2 столбика. И с третьего столбика опять провязываем просто обычные 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Все. И вот так далее вы повторяете. То есть столбики, да, веерочек с окошком, столбики, веерочек с окошком, столбики. Дальше у вас будет веерочек с окошками, столбики, веерочек с окошками, да. И до конца ряда самостоятельно у вас получится, да. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите. Вот мы провязали практически, да. Вот наш ряд. Смотрите, как зелененький интересно переливается. Итак, вот у нас остается, получается, мы провязали 2 последних столбика и вот 3 петельки подъема, и мы в эту как раз петельку, в последнюю петельку подъема провязываем столбик с накидом. То есть первый и последние столбики, да, это как бы не узорчики, да, назовем их, как бы, назовем их кромочными. Хотя в вязании крючком их нету, название такого кромочный мы назовем. Итак, смотрите, дальше у нас опять идут петельки подъема, но будьте внимательны. Мы будем делать всего лишь только 2 петельки подъема. 1, 2, объясню почему. Поворот. Потому что дальше по узорчику у нас идут вот эти вот столбики, да, вот эти все столбики, которые вот по 4 столбика, вот эти вот, они так и будут продолжаться идти вертикально, и они будут необычными, они будут рельефными. И поэтому они будут немножечко опускаться вниз, и по высоте они будут чуть пониже. Понятно? Поэтому здесь 2 петельки подъема. Смотрим. Итак, провязываем
рельефный лицевой столбик с накидом. Смотрите, как мы затягиваем, захватываем, вернее, крючком столбик. Столбик у нас находится перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Следующий столбик точно так же. Взяли столбик перед крючком, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, 2 петельки. Потом, когда вы провяжете несколько рядочков, вы увидите рельеф. Угу. Идем дальше. Одна воздушная петелька. Смотрите внимательно. И вот наша арочка. Помните, мы сделали 2 воздушные петельки, да? После веерочка, окошечко наше. Вот в это окошечко мы ныряем и провязываем в этом окошечке 6 столбиков с накидом. Раз, сюда же, 2, сюда же, 3, сюда же, 4, сюда же, 5, сюда же, 6. Вот. Опять наш веерочек мы сформировали, да, состоящий из 6 столбиков с накидом. А теперь смотрите, делаем 2 воздушные петельки. Раз, 2. И, получается, возвращаемся сюда же возвращаемся и делаем еще 1 столбик с накидом. То есть у нас получается вот наш опять веерочек с окошечком. Идем дальше. Как только сделали веерочек с окошечком, 1 воздушная петелька и переключаемся вот на эти наши 4 столбика. И провязываем мы их рельефными, да, столбиками, не обычными, а рельефными. Захватываем вот таким образом столбик. Столбик у нас перед крючком и опять провязываем таким вот образом 4 столбика. Раз. Точно так же рельефный лицевой столбик 2. Точно так же рельефный лицевой столбик 3. Точно так же рельефный лицевой столбик 4. Понятно? Вот. Вот такая вот начинает получаться вырисовываться красота. Итак, после того, как мы с вами сделали 4 столбика, 1 воздушная петелька, и мы опять ныряем вот в это окошко предыдущего ряда, помните, да, после веерочка, и делаем в этом окошечке 6 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5 и сюда же 6 столбиков с накидом. Далее опять делаем наше окошечко. 2 воздушные петельки. Раз, 2. И сюда же ныряем и опять провязываем столбик с накидом. Вот. Опять веерочек и окошечко. Все. 1 воздушная петелька и опять переключаемся на наши столбики и провязываем их рельефными лицевыми столбиками с накидом. То есть вы повторяете предыдущий ряд, да, получается. Единственное, что вы веерочек вяжете в окошечке, так, и у вас столбики рельефные. Все, так ничего сложного. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю и показываю, что будет дальше. Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот мы, получается, провязали опять ряд практически до конца, потому что покажу вам, как заканчивается ряд. Итак, вот наши 2 столбика. Мы провязываем их рельефными лицевыми. Вот такие вот объемные столбики. И последним мы тут делали петельки подъема. Мы присоединяемся к последней петельке подъема и провязываем просто обычный столбик с накидом. Угу. Итак, идем дальше. Опять 2 воздушные петельки. Поворот. Смотрите, мы с вами должны сохранить рельефность. То есть у нас с одной стороны будут лицевые рельефные столбики, с другой стороны, естественно, изнаночные. И поэтому, чтобы сохранить эту рельефность, здесь мы будем столбики провязывать рельефными и изнаночными. Смотрите, захватываем вот таким образом наш столбик. Столбик теперь у нас будет за крючком. Вытянули ниточку и провязываем опять по 2 петельки, как обычный столбик. 2, 2. Накид. Опять будет рельефный, и он будет изнаночный. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Понятно? Вот, продолжается наша рельефность. Дальше, точно так же по узорчику. Делаем 1 воздушную петельку и опять ныряем в окошко. И провязываем здесь 6 столбиков с накидом. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 2 воздушные петельки, раз, 2, и опять вернулись сюда же и провязали еще 1 столбик с накидом. Получается у нас такое вот окошко. То есть опять веерочек, окошко. Видите, веерочек, окошко, веерочек, окошко, веерочек, окошко, ничего сложного. Воздушная петелька и переключаемся на наши вот эти 4 столбика. Договорились, да, что у нас столбики в этом ряду будут все рельефные и изнаночные. Вот таким образом, повторяю еще раз. Захватываем наш столбик, столбик находится за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Есть. И остальные столбики, получается, точно так же провязываем рельефными и изнаночными столбиками с накидом. Все, это единственное отличие получается между рядами. То есть в одном будет у нас случай рельефный лицевой, в другом рельефный изнаночный. Опять сделали воздушную петельку и опять переключаемся в окошко, провязываем 6 столбиков с накидом. То есть принцип данного ряда понятен, да?
Все, ничего сложного, провязывайте точно так же, как два предыдущих, только у вас здесь будут по столбикам, вот по этим стоять, рельефные изнаночные столбики. Все, давайте до конца ряда, в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот провязали практически до конца, очень интересно, ниточка переливается. Последние два рельефных столбика провязали изнаночные и заканчиваем. Вот у нас здесь было 2 петельки подъема, в последнюю петельку ныряем и провязываем обычный столбик с накидом. Далее опять 2 воздушные петельки, поворачиваемся, и наш ряд получается будет лицевой, да? То есть получается там, где наши столбики, мы провязываем их рельефными лицевыми столбиками 2 петельки. И опять же захватили, да, столбик перед крючком, провязали по 2 петельки. Опять одну воздушную петельку и ныряем то же самое окошечко и опять провязываем 6 столбиков с накидом. То есть вы повторяете все точь-в-точь, да? Вот наш был первый ряд с веерочками, второй ряд с веерочками, да? То есть вы сейчас повторяете второй ряд с веерочками. Когда провяжете второй ряд, вы будете повторять вот первый, третий, да? Он будет у вас одинаковый. Его провяжете изнаночный, лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Я думаю, что можно вязать до бесконечности, так? Но, смотрите, по схемке, да, здесь получается 9 рядов веерочков. То есть мы сейчас с вами провязали раз, два, три, четвертый начинаем, да? И получается, как только провяжем 9 веерочков, 9 рядочков, да, 9 веерочков, мы переключимся на продолжение узорчика. То есть пока он одинаковый, вы можете вязать самостоятельно. Вы уже поняли принцип, вы уже знаете. Как только провяжем 9 рядочков, так, вместе по итогу раз, два, три, еще 4, 5, 6, 7, 8, 9. Встретимся. Договорились? Все, давайте самостоятельно, у вас получится. Встречаемся, получается, через 9 рядочков. Так, смотрите, провязали все четко по схемке, да. Вот наши раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 веерочков. Это изнаночка, смотрите. Итак, олего, лицевая сторона. Вы гляньте, какая красота. Сразу видно, где рельефные столбики. Видите, такой объемчик. Они возвышаются, видите. А получается веерочки, они как бы в низинке такой. Интересно. Итак, что делаем дальше? Теперь мы должны будем немножечко перестроить наш узорчик, да, чтобы наши веерочки немножко сдвинулись, да, то есть они теперь будут вот так вот, таким вот образом идти. Итак, смотрим на схемку, повторяем. Вот мы закончили, получается, наш ряд, так, столбиком с накидом. Далее, смотрите, делаем 2 воздушные петельки, раз, два, поворот. И мы делаем одну воздушную петельку по узорчику, раз, то есть получается по итогу 3 воздушные петельки. Дальше, смотрите, накид. Провязываем вот эти 2 рельефных лицевых столбика, мы их так рельефными лицевыми и провязываем. Смотрите, опять же 2 петельки, раз столбик и 2 петельки, второй столбик. Теперь смотрите, делаем одну воздушную петельку и переключаемся. Вот наше получается окошечко с веерочками, да. И по схемке я так понимаю, что мы переключаемся непосредственно вот в столбик, вот этот вот первый. И делаем здесь столбик без накида. Так. Далее опять одна воздушная петелька. И сразу же, получается, переключаемся вот к этим 2 первым столбикам рельефным. И точно так же провязываем их рельефными лицевыми столбиками с накидом. 2 петельки, накид. Опять рельефный лицевой столбик с накидом, 2 петельки, 2 петельки. То есть у нас как бы расходятся наши вот эти вот столбики, да, как бы либо друг навстречу дружке идут, да, а здесь они, получается, расходятся. Делаем 2 воздушные петельки. Раз, два. И следующие 2 рельефных столбика провязываем точно так же, как 2 рельефных столбика. Раз столбик и 2 столбика. Воздушная петелька. Вот окошечко, веерочек. В первый столбик веерочка. Делаем столбик без накида. Воздушная петелька. И переключаемся опять на рельефные столбики. 2 рельефных провязываем. Раз столбик рельефный лицевой. 2 столбик рельефный лицевой. 2 воздушные петельки. И следующие 2 столбика точно так же провязываем рельефными лицевыми. Раз столбик рельефный лицевой, столбик с накидом и 2. Видите? То есть получается у нас вот здесь вот столбики наши будут расходиться, так? А здесь они, получается, будут сходиться. То есть вот они между собой, они расходятся, так? А над веерочками они сходятся. Давайте до конца ряда здесь я вас встречаю. Так, смотрите, вот получается, довязали мы до конца ряда, так? Вот они, расходятся наши столбики. Как мы заканчиваем? Вот 2 рельефных столбика провязали, воздушная петелька. То есть также заканчиваем, как и начинали. И вот наш петельки подъема, да, самые, в последнюю петельку ныряем и провязываем обычный столбик с накидом. Далее, смотрите, 3 воздушные петельки. Раз, два, три.
поворот. То есть у нас здесь как бы два ряда переключения идут, да? Первый мы уже провязали, сейчас мы будем второй провязывать. Итак, повернули. И здесь у нас необходимо сделать 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. То есть по итогу получается 5 воздушных петелек, накид. И возвращаемся сюда же, в этот же столбик. Сделаем вот такую вот рогаточку. Столбик с накидом. Угу. Идем дальше. Воздушная петелька. И теперь переключаемся к нашим вот этим вот рельефным столбикам. Помним, да, что если там они были лицевые, здесь они у нас будут изнаночные. Итак, накид. Захватываем столбик таким образом, что у нас столбик за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Раз. Второй столбик точно так же. Рельефный изнаночный столбик с накидом. 2 петельки, 2 петельки, 2. А теперь смотрите, накид. И мы пропускаем всю вот эту вот, да, воздушную петельку, столбик без накида, воздушную петельку. И сразу же переключаемся вот эти 2 столбика. И точно так же их провязываем рельефными изнаночными столбиками с накидом. Раз. 2. Понятно? То есть получается, когда мы посмотрим по лицевой стороне, они, получается, встретятся. Я вам покажу. Дальше что делаем? Одна воздушная петелька. Смотрим. И теперь смотрите, у нас здесь с вами получается после столбика, да, и между столбиками было 2 воздушные петельки. Давайте мы с вами постараемся, максимально постараемся нырнуть вот в эту петельку. И в нее будем провязывать 6 столбиков с накидом. Понятно? То есть не в само окошечко, не в саму арочку, а именно в петельку. Так будет красиво. Раз. Сюда же. Ну, мы же так делали, да, в самом первом ряду. Мы же делали непосредственно в одну петельку. Дальше сюда же 2 столбик с накидом. 3 сюда же столбик с накидом. Ой, ниточка. Сейчас я ее отрегулирую. Подождите. Так, смотрите, продолжаем. Я подрезала кончики, да, бывают такие моменты, бывают нюансы. Очень шикарно, если весь моток состоит из ровной ниточки, но бывают и такие нюансы. Наша теперь с вами задача красиво запрятать, да. Вот мы провязываем 3-й столбик здесь, и смотрите, вот это вот у нас, наш узелочек будет прятаться непосредственно в самом столбике. Это очень хорошо. Так, 4. Видите, как раз это изнаночка, вообще шикарно. То есть здесь вообще ничего не видно. Дальше 5 сюда же и 6. Все, опять мы провязали вот так же, как здесь, наш веерочек из 6 столбиков с накидом. 2 воздушные петельки и нырнем сюда же. Давайте нырнем сюда же, чтобы у нас действительно картина была красивая. Сделаем еще один столбик с накидом, наше как бы окошечко. Воздушная петелька. Все, теперь переключаемся на рельефные столбики. Вот наши рельефные столбики изнаночные. То есть это как бы такой первоначальный переключаемый ряд, немножечко такой своеобразный. Дальше будет все как по маслу. Раз столбик с накидом и второй. Все они рельефные, изнаночные. Так? И сразу же, да, помните, мы пропускаем вот эту воздушную петельку, столбик без накида, опять воздушную петельку, сразу переключаемся на рельефные изнаночные столбики. Раз, рельефный изнаночный столбик с накидом. 2, рельефный изнаночный столбик с накидом. Опять одна воздушная петелька и опять ныряем, да, вот у нас были 2 воздушные петельки, ныряем в первую и провязываем 6 столбиков с накидом, обычные столбики. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 2 воздушные петельки и сюда же столбик с накидом, делаем окошечко. Поняли, да? Все. Опять одна воздушная петелька и опять переключаемся. Вот они, 2 рельефных столбика. Будем провязывать их изнаночными. Раз, 2. И сразу же помните, да? И сразу же переключаетесь на следующие вот эти вот рельефные изнаночные столбики. Раз и 2. Вот, и так далее до конца ряда. Смотрите, что получается по лицевой стороне. Вот видите? Аккуратненько переключаемся, да, прячется наш веерочек, но получается вот эти рельефные столбики, вот они соединяются. И вот здесь начинаются новые, получается, веерочки. Вот они, вот эти веерочки, вот они начинаются. Поняли? Вот такой вот объемный получается узорчик. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Так, смотрите, как мы будем здесь заканчивать ряд. Получается, вот мы провязали 2 рельефных изнаночных столбика, воздушная петелька. И делаем 6, получается, наших столбиков с накидом. Это веерочек. И 1 воздушная петелька. И сюда же заканчиваем столбиком с накидом. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Поворот.
И здесь у нас получается будет 2 воздушные петельки по узорчику. Раз, два. И смотрите, получается, раз здесь у нас не полный, да, вот как бы, ну, как бы наполовинку, да, разделены вот эти вот наши веерочки, так, узорчик получается, то здесь мы с вами провяжем точно так же, сюда же, в этот же столбик, просто один столбик, так вот, с накидом, сделаем как бы такую вот рогаточку. Воздушная петелька. Теперь смотрите, вот мы же у нас, получается, вязали рельефные столбики. Раз, два, три, четыре. Здесь мы их, получается, все вместе соединяем. То есть они у нас уже будут столбиком идти. Раз рельефный лицевой. То есть смотрим, да, раз лицевые, значит мы тоже провязываем лицевые. 2 рельефный лицевой. 3 рельефный лицевой. 4 рельефный лицевой. Все, видите? То есть вот наши столбики, вот те самые, которые мы и провязывали. А дальше, получается, мы продолжаем непосредственно по узорчику. Воздушная петелька. Ныряем в наше окошечко. И опять в окошечке провязываем 6 столбиков с накидом. Все, переключились. Поняли, да? Раз, два, три, 4, 5, 6. Воздушные 2 петельки. Помните, да, окошечко делаем. И сюда же ныряем и делаем столбик с накидом. Вот. Поняли? Начинается наш веерочек, веерочек. Вот они были. Веерочек, 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 веерочек. Понятно? А здесь, получается, будут идти колонны из рельефных столбиков. Опять воздушная петелька. И вот формируем колонну. Вот они уже у нас столбики встретились. И теперь мы их провязываем вместе. Рельефный лицевой раз. Рельефный лицевой столбик с накидом 2. Рельефный лицевой столбик с накидом 3 и рельефный лицевой столбик с накидом 4. Поняли, да? Вот, все. И дальше продолжаем так же вязать, как мы вязали вот здесь. Вот. Вяжем. То есть мы немножечко сместили наш узорчик. Так, вот наши веерочки, мы их сместили сюда. Все, давайте до конца ряда. Здесь еще раз я вас встречу. У вас получится. Так, смотрите, вот провязали, получается, практически до конца ряда. Сделали последние наши 4 рельефных столбика. И здесь у нас будет заканчиваться ряд, да, каждый раз, что здесь, мы будем провязывать вот по веерочку, да, то есть вот так вот будет пол ряда нашего, да, вот. Поэтому, смотрите, воздушную петельку сделали. Здесь у нас, помните, да, получается, мы делали как бы типа, ну, как рогаточку, да, так называемую. Что мы делаем? Мы, получается, ныряем опять в первую петельку. Там у нас было, получается, 2 воздушные петельки. Мы ныряем в первую петельку, и вот за эту петельку будем провязывать 6 наших столбиков с накидом. Раз. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. Сюда же. 5. И сюда же 6. И после вот этого веерочка, да, мы все равно, получается, с вами делаем одну воздушную петельку, так, и пропускаем одну петельку здесь и присоединяемся к следующей петельке, к петельке подъема. Сейчас возьму, чтобы 2, чтобы у меня как бы косичка была. И провязываем обычный столбик с накидом. Раз, раз. Все. Вот так вот у нас будет заканчиваться каждый ряд. Здесь было, конечно, намного удобнее, да, но и здесь тоже провяжем. Итак, опять 3 воздушные петельки подъема, поворот. Дальше опять провязываете 2 воздушные петельки узорчика. Раз, два. Возвращаетесь сюда же, как бы делаете рогаточку. Так, вот таким вот образом. И воздушная петелька. И опять, получается, переключаетесь вот на эти рельефные лицевые столбики. Только в этом ряду мы их провязываем изнаночными. Угу. Все. И все. И все то же самое. Опять провязываете те же самые 9 рядов с веерочками. И потом переключаетесь. Как мы здесь переключались. Да? Опять возвращаетесь обратно. Смотрите. Я немножечко, да, пока вязала вот здесь, немножечко как бы обдала паром. Вообще. Мягусенький. Рельефненький. Классненький. Понятно? Вот. Не гладила. Просто чуть-чуть обдала паром. И он немножечко так вот уложился. То есть не стал таким сильно волнистым. Красота. Красота. Все. Вот таким образом вы можете вязать сколько угодно в ширину, сколько угодно в длину.
Естественно, что вы можете взять любыми ниточками, да, то есть не теми, именно какими я показываю. Берете любые, пробуйте, обязательно делайте образец, сколько непосредственно необходимо будет пряжи ниток на палантин. Вот вы спрашиваете. Вопрос, да, ваш понятен, но ответ, смотрите. А какая у вас будет ширина вашего палантина? А какая у вас будет длина вашего палантина? А какие у вас ниточки? А какой у вас крючок? А какая у вас плотность вязания? Очень много нюансов, очень много вопросов. Поэтому, девчата, ребята, мастера, мастерицы, вяжите образец своими нитками, своим крючком, своей рукой. И тогда, когда вы свяжете образец, посчитайте площадь образца, пересчитайте, сколько уже у вас ниточек пошло на этот образец. Только тогда вы пропорции переносите на тот размер, который вы хотите сделать. Понятно? Все, вспоминаем математику и вяжем. Итак, замерим. Так, смотрите, мы, получается, набирали 42 воздушные петельки. Давайте замерим. То есть это получается, ну вот, 21,5, да, получается, сантиметров. 21,5. А тут мы, получается, провязали полный вертикальный раппорт узорчика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, потом у нас был 10, мы переключались. И потом 11, 12. И наборный 13. Так, 13 рядов. Этой ниточкой, да, этой плотностью вязания, этим крючком, это получается, ну, практически 12 сантиметров, 11 там с хвостиком. А в низинке это получается, ну, вот 10, 10,2, 10,3 сантиметра. Вот, это была, то есть, небольшая такая паровая, да, обработка паром. То есть, это не стирка, не глажка. Вот, смотрите, вот, когда поворачиваю на бок, да, узорчик очень хорошо видно. Видно и рельеф, да, видно и сами непосредственно веерочки, окошечки. Класс. Узорчик получается, конечно, односторонний. То есть изнаночку видно сразу же. Вот она, лицевая сторона. Можете вязать до бесконечности, что в длину, что в ширину. Естественно, спросите, Оля, если связать палантин, сколько необходимо будет метров, сколько моточков пряжи. Мастера-мастерицы, берете свою пряжу, которую вы планируете вязать. Опять же, своей рукой вяжете образец, своей ниточкой, своим крючком. И в зависимости от того, какой у вас будет размер палантина. Может быть, он у вас будет 80 там, на 1,5. Может быть, он у вас будет 1 на 2. Это же все разное, да? И поэтому вы обязательно свяжите свой образец, посчитайте, какая у вас площадь образца, сколько у вас пошло ниточек на образец. И пересчитайте пропорции на тот размер, который вы хотите сделать. И, естественно, автоматически пересчитайте количество метров ниток и, естественно, количество моточков. Вот, просто сядьте один раз, да, потратьте на это время, посчитайте. Вот. А так сказать, сколько понадобится вам пряжи, это сложно. Это очень-очень-очень много наводящих вопросов. Итак, надеюсь, видео вам понравилось, ниточки понравились, да, новинка такая. Не забывайте ставить свои лайки, комментируйте. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал, потому что впереди много нового интересного. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда это новое интересное появится на канале. А также под видео находится стрелочка «Поделиться». Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Заранее спасибо большое. И спасибо, что смотрели видео до конца. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.